Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ноябрь 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас, но я так надеюсь, что ваш рационализм, интеллект и интуиция, если все вместе собрать и добавить образы карт, какой-то инсайт вы определенно получите. И у нас сегодня 3 колоды. Мы сделаем прогноз развернутый по сферам жизни, как и на работу, так и на личную жизнь, так и на деньги. Но первую карту мы достанем и узнаем. Важное событие для вас, Близнецы, в ноябре. Или то, чему вы будете уделять больше внимания. Неожиданное событие. Что завершится в вашей жизни? Что нового войдет в вашу жизнь? Что я смогу осуществить? И по основным сферам жизни это у нас дела, работа, бизнес. Финансовую энергию давайте посмотрим. И личная жизнь, как видят карты. Итак, что же важного будет для вас, мои дорогие близнецы? Деньги или вопросы семьи, вопросы вашей пары, вопросы недвижимости, ремонта, переезда, может быть, улучшение ваших жилищных условий. Что-то вы, это не обязательно, что вы в ноябре прямо переедете, да, но успешными будут к решению эти вопросы. Значит, вы для себя самый удобоваримый вариант и приемлемый найдете, или тот, который вас радует. Все-таки по десятке пентаклей это когда мы довольны собой и своими приложенными действиями, усилиями, когда, в принципе, у нас и с деньгами баланс, когда уверенность какая-то, да все со знаком плюс, мои дорогие. Вот, видимо, на улучшение собственных позиций в целом будет направлено ноябрь. Может быть, и улучшение позиции вашей семьи или какая-то ситуация с родственниками, ну или, опять же, с недвижимостью или имуществом каким-то. Неожиданности. Действительно, по рыцарю кубков вдохновение, какое-то предложение, признание в любви, какая-то радость, приезд человека или к вам, может быть, или вы куда-то отправитесь, все-таки есть передвижение по этой карте. Может быть, новость какая-то счастливая или событие какое-то радостное, но что-то приятное, доброе входит в вашу жизнь в неожиданностях. Шикарно, мои дорогие. Давайте посмотрим, что завершится. Да нет, наверное, того, чтобы что-то однозначно завершилось. Хотя для кого-то из вас по королю Пентаклей, ну кто знает, может быть, какие-то отношения вы пересмотрите с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. У нас король Пентаклей, это может быть как по работе, это может быть и по личной жизни. Но я не могу сказать, что это какое-то завершение. Хотя мы можем изменить, допустим, вашу историю, если это была личная история. Мы можем, если это были вопросы взаимодействия по бизнесу, значит, какие-то грани сотрудничества новые мы здесь можем рассмотреть. Может быть, завершить какую-то непонятную ситуацию, что-то прояснить. По королю Пентаклей это то, что надежно. Это тот, кто сделал себя сам. Это вообще люди сами по себе проходят чаще надежно. И значит, если мы говорим, что завершится, ну, по крайней мере, вы осуществите как и свой какой-то план финансовый, имущественный, так и получите в конечном итоге уверенность в завтрашнем дне, ну и в сегодняшнем как будто тоже. По этой карте сама по себе стабильность проходит. И я не думаю, что стабильность у вас завершится. Тут, скорее всего, что-то вы можете от чего-то, возможно, отказаться или пересмотреть, увидеть какой-то новый вариант для себя на будущее. Потому что первый у нас выпадает десятка пентаклей. Хорошо, что нового войдет в вашу жизнь, ваше какое-то важное решение или предложение вам. Чаще это наша работа или то, что мы хотим осуществить. Может быть, новые способы заработка или новый какой-то доход или предложение какое-то. Но вот все-таки инсайт проходит. Если мы спросили, какие новые двери будут открыты, это то, что вы сами хотите. Вы будете знать, как открыть или как взаимодействовать, или как мне в дальнейшем свой какой-то план подкорректировать, может быть, или сложить свою тактику, бизнес-план. У каждого по-разному. Давайте мы спросим, что я смогу осуществить в целом.
Десятка жезлов, знаете, захочется избавиться от того наносного, что не имеет значения. Захочется избавиться, может быть, где-то от того труда, который вам лично не приносит ни вдохновения, ни денег, ни пользы, ни радости, и только какая-то нагрузка. По этой карте мы подводим итоги, что я смогу осуществить, правда? Вы подведете вот эти самые итоги, посмотрите, 2 десятки. Но, видимо, к концу месяца ноября вы точно будете знать, чего я делать не хочу. Или в каком направлении двигаться не буду. Что не имеет уже дальше смысла. Вот, наверное, по королю Пентаклей, это, если мы говорим уверенность какой-то, знаете, как к знаменателю вы будете подводить баланс по всем сферам жизни. Вы будете более чем реалистами, но эта реальность, она для вас будет добрая. В первую очередь вы сами будете добры к самому себе. Почему? Потому что да надоело мне вот это состояние, когда как навьюченный, да, человек нам 10 жезлов тащит. Зачем? Непонятно. Когда мы тратим впустую время, силы, а может быть и деньги. Дела, работа, бизнес. Есть момент ожидания по королеве кубков, или, правда, вы будете решать вопросы, которые связаны с вашей семьей, с вашим переездом. Или, может быть, есть элемент того, что вы пошли что-либо решать по документам, и я как будто жду этих документов. Я жду, что что-то вот-вот свершится. Сама по себе карта все же неспешная. Нет здесь какой-то динамики. Здесь больше, да, позиция паузы. Либо это вынужденное ожидание, когда мы что-то не можем ускорить. Тогда вы можете искать как раз эти пути. Или анализировать, куда же теперь, чем я буду в принципе заниматься. Что для меня в приоритете. Вот такие могут быть вопросы. Потому что по этой карте идет еще мудрость и интуиция. Вот, видимо, так вы будете что-то переосмыслять, как будто тоже. Но, наверное, то, что вы себе наметили в каком-то плавном режиме, оно так и будет свершаться. Финансы. Тройка мечей. Ну, финансы как будто будут, но есть та история, когда мы не хотим повторить ошибок прошлого. Эта история была со знаком минус определенно, и где-то нас это ранило. Может быть, мы куда-то потратились, или в кого-то вложились, может быть и так. Или были у нас те проекты, вот мы только что с вами говорили, которые нам не принесли ни прибыли, ни толку, ни радости, ну вообще никакого смысла. И вот вы от этого, скорее всего, будете отказываться. Деньги-то есть, но хочется как-то их по уму, для вдохновения, для собственной души. Так, чтобы меня это радовало, не просто деньги ради денег. И не просто я кому-то, может быть, помогаю или трачу, вынужденно, может быть, были какие-то траты, а теперь вы, скорее всего, подведете итог, что-то будете завершать. Но мы еще раскроем эту позицию. Давайте посмотрим, что у нас в личной жизни. Пауза. Для кого-то из вас, может быть, предыдущий ритм работы, вот у нас десятка, да, выпадает жезлов, мы сказали, что может быть как бы перенагрузка, это карта усталости. И четверка-то мечей, когда нас эта усталость буквально, как хроническая усталость, иммунитет падает, и нас может уложить болезнь, как будто в постель, или какое-то недомогание. Но, в принципе, я вижу с учетом всех карт, что для людей в паре тут, скорее всего, не будут какие-то перемены кардинальные, или вы можете как раз договориться с кем-то, или то, что по этой карте мы складываем оружие, мы уже не спорим, мы больше настроены на конечный какой-то итог. Или, может быть, мы ищем пути, чтобы решить ту или иную ситуацию, если для кого-то из вас, правда, были какие-то сомнения или в чем-то неуверенность, что-то мы не проговорили. Мы приводим мысли в порядок по этой карте. Поэтому холодная энергия, хотя это ваши мечевые энергии, это анализ, это логика, интеллект, рационализм. Что-то вы будете решать. Может быть, у кого-то это вопросы связаны с недвижимостью. Но у нас есть еще колода 78 дверей. И вот давайте мы каждую карту раскроем по сферам жизни. Первое у нас дела, работа, бизнес. И что у нас по работе, той, которая у вас сейчас есть, каковы перспективы. Правда, ожидание какое-то. Мы ничего не хотим менять, собственно говоря. Нам в этой колоде имеет значение двери. И здесь нам показан человек, который в странной позе что-то ожидает. Он как будто в клетке. Нет того, чтобы его ограничило. Он сам себя туда поместил. Дверца открыта, ничто не мешает выйти оттуда. Но он как будто сам себя погружает в то состояние, когда я не хочу
собой рисковать. Или я не хочу каких-то непредвиденных ситуаций. Я хочу вот сейчас то, что есть, сохранить и как-то на продолжение или форсирование событий. Я сейчас не настроен. Хорошо. Давайте мы посмотрим новый доход или новые способы заработка. А здесь все прекрасно. Вы знаете, у кого-то семейный бизнес может пройти. Посмотрите с учетом этих всех карт. Или какое-то ваше общее дело, мои дорогие, да, может быть, с партнерами, но по десятке кубков вы получите результат, это точно. Если есть какое-то новое начинание, новые способы заработка дохода, вы останетесь довольны, потому что это эмоции еще прежде всего. Но почему я сказала семейный бизнес или какое-то, может быть, взаимодействие с вашим партнером, когда вы, может быть, это как вторичный доход для вас, через деньги вашего партнера. Такое тоже может быть. Или как-то мы можем тут вместе содействовать и развивать что-то, какое-либо дело, творчество, ремесло, да все что угодно. Но именно на новый доход, на новые способы заработка, перспектива. Хотя это по работе нам, но сразу можно уже по десятке судить о том, что мы останемся довольны. Основной доход, финансы, вот мы смотрим, да, вот что обозначает для нас тройка мечей. И правда, четверка мечей. Как будто ситуация развивается. И я не хочу, если я говорила, повторять ошибки прошлого, я как будто прохожу мимо. Нам показан слепой. Он демонстрирует, точнее, что он слепой, что он чего-то не видит и как будто видеть не хочет. Может быть, вот эта демонстрация нужна для кого-то, кто за ним наблюдает. Но если мы посмотрим, почему я так говорю, если мы посмотрим на этого человека, он не выглядит слепым. У слепых людей у них положение тела несколько иное, чуть наклонено вперед. А здесь нам показан человек, который гордой спиной, ровной такой, знаете, осанкой гордой, идет вперед. И если мы эту трость вот просто уберем, нам как будто в темных солнцезащитных очках человек проходит мимо двери. Дверь как будто закрыта, но даже и этот человек, у него трость не направлена в сторону двери. Вот это может быть как в отношении вас, как будто вас где-то не видят или делают вид, что они не видят. Но это и ваша еще позиция, скорее всего, с учетом тройки мечей. Может быть, вы были в подобной, когда к вам было проявлено, что-то похожее. И теперь вы не захотите повторять какой-то опыт по тому месту работы, которое для вас привычно. И вот одна карта добавляет другую, и как раз по девятке мечей, посмотрите, мечи, правда, мы сделали какие-то выводы. И включаться, может быть, в работу, чтобы быть хорошим для всех, но для себя так себе не очень. Когда падаешь от усталости, а результаты не получаешь, у кого-то может это проиграться по деньгам просто-напросто. Овчинка как будто действительно не стоит выделки. Давайте мы посмотрим по новому способу заработка. Тем не менее, что по финансам, как видят карты. Выход из лабиринта. Тут, правда, даже если была какая-то, одна карта добавляет другую. Новые способы заработка для вас, так будут с ощутимым плюсом. И главное, мы можем просчитать что-то, видимо, какую-то стратегию, тактику. Вы будете точно знать, в какую сторону двигаться и в какую сторону точно. Я не пойду, там делать нечего, денег там не дадут, или там я их не заработаю. Вот видение конкретное. Просчитать что-то вы сможете, мои дорогие. И давайте мы посмотрим на личную жизнь и первую карту для тех, кто один или одна. Что на ноябрь? Карта прошлого. Или карта отношений, которые на расстоянии могут о себе напомнить. Или то, что было поставлено на паузу. Но чаще это именно прошлое. Может быть, люди возвращаются, и мы анализируем наш опыт. Люди тоже где-то анализируют, но здесь больше нам как выбор взаимодействия. Может быть, есть тот партнер, который для вас уже как бы знаком, и ваши отношения перейдут на новый уровень. Вполне возможно, такое проиграется. Или будет просто приятное общение. Я бы не сказала, что тут новое знакомство. Нет, тут я могу предположить, что либо вы сами, либо партнер проявится и захочет продолжения каких-то отношений. Или для тех, кто один или одна, просто вопросы, может быть, связаны с вашей семьей. Родственники там, кто угодно. Но это все-таки то, что вы уже знаете. То, что для вас не ново. Но карта сама по себе очень добрая. Может быть, вы будете делать этот выбор.
Для тех, кто в сложных отношениях, давайте посмотрим. Вот, наверное, туз кубков, будут приятные эмоции, мы можем что-то решить, определить. Но в любом случае, если это любовный треугольник, нам не говорят, что мы окончательное решение можем сделать в пользу кого-то. Хотя по этим картам может быть такое. Но, по крайней мере, я могу сказать, что отношения или встречи вас будут радовать. Но а для тех, кто, например, в ссоре, есть возможность примириться. Вот это где-то так. Все-таки туз кубков, полнота эмоций. Тут и про любовь, и про новые возможности. У кого-то ведь и как будто отношения могут перейти на новый уровень с учетом шестерки кубков. Да, вот мы сказали, карта выбора именно того человека, которого вы уже как будто знаете. И если были какие-то недопонимания, вот здесь вы можете для себя как будто, может быть, захочется кому-то, с кем же я, вот если любовный треугольник, прийти к какому-то окончательному знаменателю. Давайте мы спросим для тех, кто в паре. Неважно, может быть и де юре не оформленные отношения. У кого-то может проиграться либо переезд, или по этой карте, знаете, все-таки выход из какого-то положения. Может быть, это какая-то ваша семейная история, и нужно принять важное решение. Вот как будто двигаться вперед. По этой карте, может быть, и мы не должны в статике какой-то наши отношения оставлять, а придать им нового импульса или придать им нового какого-то вдохновения. Для кого-то из вас, правда, могут проиграться вопросы, связанные с недвижимостью или с каким-то переездом, с какими-то улучшениями, как будто мы идем вперед, перед нами врата открыты. Нет вот закрытой этой двери, правда? И, наверное, как вы захотите вашу историю направить, так у вас и получится, мои дорогие. У вас много карт тех, которые как раз говорят, и даже, кстати, если было недопонимание какое-то, мы можем сгладить острые углы. Перспективно и по личным отношениям все зависит от вашего решения, то, что вы хотите. Давайте мы достанем карту совет на ноябрь. Карта звезда. Правда, у кого-то может проиграться, как и переезд или намечающийся переезд далеко. У кого-то миграция, правда. Или для кого-то из вас это как раз новое дело будет, и нам тоже об этом говорили карты, что перспективные как раз новые способы заработка, новые способы дохода, и вы будете просчитывать, продумывать свою стратегию на длительный период. Но по этой карте еще, помимо всего прочего, нам говорят о начале чего-то нового. И значит, если даже личная жизнь мы вот смотрели здесь, да, неважно, если вы один или одна, есть какие-то отношения, есть люди, которые к вам искренне, мои дорогие, относятся, значит, есть варианты не быть одному или одной. Если какие-то сложные отношения, хоть и треугольники, хоть и ссоры, может быть, да, есть возможность найти взаимопонимание. И даже в паре, посмотрите, вот хорошее время для того, чтобы понимать, куда я хочу направить корабль своей личной жизни. Может быть, и поэтому нам выпадает четверка мечей, как я складываю оружие, уже ни с кем не ссорюсь, не спорю, может быть, не продолжаю какой-то конфликт или какую-то свою личную историю я должен обдумать. Я с чем-то не должен просчитаться или не должна. И тогда вот это вдохновение будет нам определенно помогать. Ведь по карте звезда это что-то доброе мы можем в ноябре как будто сделать для себя на длительный период времени. Ведь по звезде не только дистанция какая-то проигрывается, если мы говорим о переезде, например, да, но здесь есть еще и долгий период сам по себе, что-то надежное, хотя сама по себе карта достаточно холодная. Поэтому дополняет нам как раз эту четверку мечей, мы должны быть ну, где-то с чем-то рациональным. Может быть, как и с деньгами, может быть, в решении каких-то вопросов мудры, да, так и в личной жизни. Себе навредить мы точно не должны. А вот на длительный период как что-то со знаком плюс, вот такое надежное, как по королю Пентаклей. И не важно, что король. Мы к полу карты не привязываемся. Здесь это может проходить кто угодно, как девушка, женщина, мужчина.
или просто энергетика этой карты надежности, основательности в чем-то. Вот мы такое будущее должны себе построить. Ну и не вкалывать, наверное, до седьмого пота. Это тоже имейте в виду. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.